Всем привет, с вами Дэн, и как видите, зеленый кейсик, а это значит Сан-Мартин. Новиночка, давайте открывать, смотреть, что... Смотрите, циферблат у нас явно навеян чем-то таким двигателями авиационными. Немножко тут чувствуется переле, но у переле это вообще совсем в другую сторону, там у них ротор на циферблате, а здесь прям явно авиационный двигатель. Прикольно, прикольно. Такой пилот, я бы сказал, в стиле немецких пилотов Второй мировой, но, понятное дело, модерновый, потому что явно на лето задумывался. Посмотрите, какие оранжевые индексы. Но сначала нужно все, конечно же, распаковать. Итак, значит, головка завинчивается, ну, потому что все Сан-Мартин имеют нормальную водозащиту. Так, передвинем стрелочки, чтобы было симпатично и красиво, и чтобы все по циферблату было видать. О, а мне нравится, знаете, что мне нравится? Я прям вот сейчас обратил внимание, мне нравится логотип, который печатный, который сделан черным цветом. Вот раньше они такого не делали, у них либо накладной, либо белый, а вот черный, честно говоря, что-то не припоминаю. И вот в этом сочетании белый такой цифер, оранжевые метки и черные акценты, да, у нас тут такое обрамление черное по стрелкам и по цифрам, меточки и циферблат. И автоматик написано. Слушайте, а прикольно, прикольно. Корпус где-то ближе, знаете, наверное, к Эксплореру, чем к каким-то пилотам, поэтому по большому счету, да, они, наверное, вот если смотреть на разметку, там треугольник, да, вот это вот все у нас стилизация двигателя, да, авиационного лопаток. Но глобально это все-таки универсалы. Это такие спортивные, реально универсалы. Достаточно сдержанные, достаточно такие, прям вот я бы сказал. Ну, хотя не сказал бы, что это скромные. Все-таки с вот этим оранжевым. Ой, оранжевый здесь просто решает. Вот белый с оранжевым просто пушка. Значит, референс здесь SN0132. Сейка NH35 внутри стоит. Даты нет, и это прям... Это правильно, это хорошо. 316L сталь по корпусу и по браслету, сапфир с внутренним антибликовым стеклом, суперлюминово BGW-X1 здесь на метках и стрелках, 100 метров водозащита, то есть можно плавать не глубоко и нырять. Ну, пилотские часы они так заявляют, да, здесь турбина у нас, понятное дело. Застежка Fly есть, то есть можно быстро укорачивать, здесь у нас специально есть такой пушер, да. Нажали и на где-то, сколько тут, на сантиметр, даже, наверное, на 1,5 сантиметра можно удлинить, либо сократить застежку. Лучшая сейчас, наверное, застежка на Алиэкспресс, и Сан-Мартин во все последние модели на браслете ее ставит. Это здорово, потому что, ну, реально она классная. А так она на двух фиксаторах, и здесь все красиво, удобно и с объемным трехмерным логотипом. Цена на момент записи без всяких скидок купонов на Алиэкспресс в официальном магазине Сан-Мартин 19 тысяч рублей. В общем, будем сейчас смотреть, знакомиться. Но сначала, конечно же, что? Покажем комплект. Брелок есть? Есть. Карточка, инструкция и гарантия. Все есть. И есть также инструменты для укорачивания браслета. Ну или вдруг поставить новый ремешок, если он вам потребуется. Кстати, браслет Oyster, да, задняя крышка традиционно, здесь никакой гравировки нет, и нет системы быстрой замены браслета. Ждем, Сан-Мартин хочется. Хотя, конечно, этот браслет хороший, кайфовый, ну, как всегда, в последних, не знаю, пару лет у Сан-Мартина шикарные браслеты. Снизу, да, уже не так островат, как это было год назад. Но есть такой, да, резкий переход по граням, этот момент учитывайте, если у вас там вдруг какие-то любовная привязанность к браслетам, которые такие замыленные, да, ну типа как у Сейка 5, для того, чтобы вы примерно понимали. Зеркальная полировка по боковой части браслета, сатинирование с верхней части, здесь все у нас, естественно, литое, все красивое. Единственные такие нюансики по зеркальной полировке идут на ушках, на гранях, чуть-чуть расширяются так, залихватски, я бы сказал, но без перебора и выглядит симпатично. Ну и вот здесь на наплывах заводной головки тоже есть зеркальная полировочка по всей длине корпуса. Ну и вот этот вот маленький такой, да, ободочек на ранте. В общем, все сдержанно, все умеренно, но вот где надо, там оно вот немножко поблескивает, да, и дополнительная отделка, дополнительно вот симпатично, да, приятно и по-современному. Ну, Сан-Мартин это один из, наверное, лидеров сейчас в китайском
часостроении таком достаточно доступном. Значит, 40 мм у нас диаметр по корпусу, высота 11,9. По браслету давайте вот здесь попробуем как-нибудь аккуратненько между ушек, потому что первое звено, оно чуть-чуть шире. Знаете, вообще в описании указано 21 мм. Я тоже намерил 21 мм. И это, конечно, не самое, наверное, лучшее, потому что, да, браслет вряд ли вы будете менять, но вдруг захотите, 21 мм, конечно, не самые частые ремешки. Сюда бы что-нибудь такое оранжевое, да, бахнуть, и будет круто. 47,5. 47,5, мое запястье 18,5, если вдруг кто не знает. Ну что, посадка здесь, все удобно, все шикарно. Первое звено здесь у нас мама, папа, ничего не топорщится, красиво, да, идет, переливается с первого звена к корпусу, и дальше пошло второе звено. Но такую посадку они давно уже реализуют, и это правильно, потому что именно так красиво. Кстати, про запас по браслету. Вот сейчас тут где-то сантиметрик полтора. Давайте раздвинем у нас по полной вот это вот дело, да, и посмотрим максимум, насколько хватит этого браслета. Сколько тут про запас? Ну, сантиметра 2-2,5. То есть на 21 больше не сядут. Этот момент обязательно учитывайте. Хотя понятно, что дело, что здесь стандартные звенья. На винтах, если что, сможете добавить. Но по умолчанию 21 не больше. Ну, как я предполагаю. Значит, по весу на полном браслете что у нас получается? Ну, они не такие тяжелые, кстати говоря. 145 с небольшим, да, вполне. Вполне. Значит, циферблат. Кстати, сейчас вот заметил, что, оказывается, циферблат у нас многомерный. Во-первых, объемный сама эта турбина. А дальше идут накладные цифры. Невысокие, но они накладные, насколько я понимаю. Или это люм объемный. Ну, посмотрим на макро. А потом идет кольцо с минутной разметкой. И вот оно точно накладное, оно идет отдельно. Поэтому объемчик здесь есть. И воздух здесь тоже есть. Ну, кстати, за счет того, что ран достаточно широкие, они воспринимаются такими крепкими, такими уверенными в себе и не очень большими. Ну, вот мне, по крайней мере, так кажется. Ну что же, я думаю, самое время, пора глянуть уже и макро. Меня здесь больше всего интересует турбина. Логотип тоже накладной. Логотип накладной, потому что турбина действительно объемная. Прикольно, молодцы. И цифры. Да цифры не пойму. Нет, наверное, цифры как-то выдавленные все-таки. Но все объемное. Все шикарное. По качеству претензий никаких нет. И здесь сатинирование, зеркальная полировка. Ну, как умеет Сан-Мартин. Задает жару всем жадным европейцам и тем более японцам. Потому что вот такого качества отделочки они вам за эти там меньше, чем 20 тысяч рублей, конечно же, не предложат. Но мы об этом никому не скажем. Ну, что скажу по итогам. В принципе, знаете, как бы это ни странно звучало, но все банально, потому что, как всегда, шикарная отделка по циферблату, по корпусу, по браслету, шикарные характеристики, отличное соотношение цена-качество. Знаете, здесь уже каждый видос про Сан-Мартин, это, по сути дела, перечисление его достоинств. И единственное, что нужно, если вы собрались что-то брать из Сан-Мартинов, это выбрать тот дизайн, который вам нравится. Как-то странно, да, звучит вывод по ролику. Ну ладно, я постараюсь все-таки сделать что-то более-менее разнообразное. Хочу сказать, что по дизайну интересно, по дизайну свежо, необычно. И вот это сочетание яркого солнечного, желтого, такого оранжевого, точнее, оттенка и белого циферблата мне прям нравится. Такой, знаете, вот как раньше были белые эксплореры, они, даже нет, белые Милгаусы у Rolex, когда были, вот эти были веселенькие часы. И вот этот Сан-Мартин тоже веселый. Поэтому мне кажется, как раз на летний сезон, а лето у нас уже в разгаре, вполне себе интересно. На этом у меня все. Пишите, как вам эта модель. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.